Ребята, снова вас приветствую на канале Великий Манипулятор. Сегодня мы снова рассмотрим рынок, посмотрим на биткоин, почему он все-таки не может пробить уровень 25 тысяч долларов. Рассмотрим две очень важных новости и посмотрим в общем о криптовалютном рынке. Итак, все будет очень вкратце, но для начала, ребята, кто новенький, обязательно подпишитесь на мой канал и поехали вместе развиваться. Итак, для начала по биткоину. Как все блогеры говорят, что мы сейчас вот так поджимаемся, вот такой небольшой треугольник, и из которого мы должны выйти, естественно, вверх, по идее. Но в прошлом видео, кто меня раньше, ребята, смотрел, буквально несколько дней назад, я говорил, что вот такой треугольник вот здесь был, смотрите, вот он здесь был. По идее, мы должны были пойти с этого треугольника пробиться вниз, но мы сделали вот такой выход, проторговку и пошли вниз. В прошлых видео я также, ребята, говорил, что мы, возможно, с такого треугольника сможем пробиться вниз и только потом будет выход. Как мы видим, мы уже 2 дня подряд, вчера и позавчера, были у отметки 25 тысяч долларов, пробивали ее, но не можем никак закрепиться. Я думаю, что с третьей попытки мы пробьем этих 25 тысяч долларов и сможем там, ребята, закрепиться, и дальше будем штурмовать отметку 26 тысяч долларов. Как мы видим, что мы приходим вот сейчас в этот уровень, который я для себя обозначил, 23 800 долларов, в него бьемся также и отскакиваем. Почему не можем пробить сейчас уровень 25 тысяч? Как можем посмотреть на индекс доллара. Индекс доллара, ребята, уже 2 дня растет, поэтому биткоин наоборот в обратную сторону идет. Когда индекс доллара, как вы знаете, растет, биткоин все-таки понижается вниз. Но S&P все-таки вчера дала положительную свечу, давайте также на него обратим внимание. S&P 500, как вы видите, дала вчера все-таки зеленую свечу, но несмотря на это, биткоин пошел все-таки вниз, более в красную зону. Поэтому все-таки между S&P 500 и биткоином есть определенная раскорреляция. Многие блогеры говорят, что все у них практически одинаково, мы идем за S&P 500. Нет, все-таки раскорреляция какая-то небольшая происходит. Поэтому не обязательно, если S&P 500 пойдет вверх, мы также по биткоину пойдем вверх. Нет, все бывает наоборот. Поэтому, ребята, в ближайшие дни я все-таки жду пробития 25 тысяч и идем уже в следующую зону, о которой я говорил, это на уровне 26 тысяч долларов. Будем ее пробивать. И дальше следующий уровень это около 28 тысяч долларов. Мы туда в ближайшее время обязательно дойдем. Также, ребята, по поводу индекса страха и жадности мы снова перешли в страх абсолютно. Один день мы побыли в нейтрально и снова в страхе. Поэтому, ребята, никакой эйфории на рынке нету. И чтобы его сильно опускать вниз снова, ребята, не имеет смысла. Никого нету в рынке, я имею в виду хомяков и тому подобное, которые смогли бы дать какой-то заработок для больших дядек. Этого не происходит, все напуганы, еще боятся, не видят хорошего и сильного движения биткоина вверх. Как только мы его получим, вот тогда и будет как раз какой-то спад вниз именно по биткоину. Сейчас этого происходить не имеет никакого абсолютно смысла. По поводу новостей, ребята, погнали. Сейчас быстренько 2 новости вам расскажу. Первая новость. Это ФРС США выпускает новые правила для криптобанков. Итак, буквально вкратце. Федеральная резервная система США планирует ускорить рассмотрение заявок от криптобанков на мастер-счета, поскольку нынешняя система не подходит для учреждений, предлагающих криптовалютные услуги. То есть, согласно новым правилам по наблюдению за банковской отраслью, представленным Федеральной резервной системой США, учреждениям, предлагающим новые виды финансирования продуктов, могут быть предоставлены мастер-счета, ключевой финансовый статус, который позволяет осуществлять прямые платежи и доступ к ФРС. Пока все банки, зарегистрированные на федеральном уровне, имеют основной счет. Ребята, это не может радовать. Все-таки криптобанки давят на ФРС, чтобы они быстрее принимали решения в пользу людей, чтобы все-таки люди могли иметь более хороший доступ до криптовалютных своих счетов и могли нормально покупать и продавать и пользоваться, потому что ФРС все-таки придавливает криптовалютный рынок. Надеюсь, новость именно повлияет положительно в будущем на биткоин. И вторая не очень маловажная новость, ребята. Криптоком подключает соглашение о надзоре за ценными бумагами Канады, ребята. Криптоком, как вы знаете, это биржа. Она также имеет свой токен Serum. Мы его вкратце также, ребята, с вами рассмотрим. Итак, что здесь говорится? Криптоком становится первой криптовалютной биржей, которая взяла на себя обязательство предлагать криптопродукты в соответствии с правилами комиссии по ценным бумагам Онтарио, ребята. Документ, называемый предварительной регистрацией, признан во всех канадских юрисдикциях и соответствует присоединению Криптоком к правилам, изложенным Центром анализа финансовых транзакций и отчетов Канады в Квебеке, ребята. Что это нам дает, ребята? То, что Криптоком все-таки
криптобиржа будет очень сильно развиваться, и она и развивается очень сильно. Смотрите, также здесь говорится, что Crypto.com берет на себя жару для рискованной рекламы, то есть очень много они вбухивают денег в рекламе, очень много привлекают знаменитостей. Смотрите, Crypto.com нацелен на спортивную индустрию в качестве средств продвижения по службе. Недавно он пригласил Леброна Джеймса, кто знает, это баскетболист с NBA, очень крутой мужик, конечно, для рекламы Суперкубка. Он стал главным спонсором чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года. Голливудская звезда Мэтт Дэймон был показан в печально известной рекламе, это не очень важно, которая вызвала критику во время недавнего спада крипторынка. Французский футбольный клуб Paris Saint-Germain подписал многолетний спонсорский контракт с биржей в сентябре 2021 года. Ребята, все это указывает, что Crypto.com биржа очень сильно развивается, и я думаю, что их токен все-таки взлетит и перебьет свой all-time high, который у них был. Давайте вкратце рассмотрим на их токен. Итак, ребята, вот график Crypto.com CRO, он же Кронос сейчас. Цена его около 15 центов сейчас. Это очень классная цена, ребята, поэтому вам рекомендую ее обязательно покупать. В прошлом бычьем забеге, ребята, мы практически добили до доллара. Там было около 95 центов. Находился данный актив вот в таком восходящем канале. Сейчас мы вместе с вами его нарисуем. Вот он вот такой был, ребята. И мы с него пробились и дошли до отметки практически в доллар. Но, ребята, если мы этот канал полностью нормально нарисуем по всем фитилям, если мы немножко его опустим также, смотрите, вот сюда, и также добьем до вот этого фитиля. И смотрите, если вот здесь фитиль, практически свечи вот здесь этого канала достиг, здесь также, ребята. Что это нам говорит? Что мы все-таки нормально ходим в данном канале, немножко провалились, но сейчас снова, ребята, в него зашли. Данную монету я жду как минимум по доллару. Если будем идти строго в этом канале, ребята, давайте его немножко продолжим и посмотрим тогда, куда мы сможем дойти. Если мы даже будем идти вот такой волнообразный, как мы вот здесь, ребята, с вами ходили, мы снова сюда придем. Следующая отметка, ребята, это будет около $2. Я думаю, что сюда мы можем легко зайти. Поэтому сегодняшняя цена в 15 центов, это просто, ребята, сказка, ребят. Поэтому, кто не зарегистрирован на Crypto.com, пожалуйста, ребята, регистрируйтесь. Под каждым моим видео, ребята, вы можете найти ссылку на разные биржи. Вот, к примеру, вот такие, вот Crypto.com. По данной ссылке, ребята, вы сможете зарегистрироваться на бирже Crypto.com, зайти в стейкинг, купить свои CRO-шки. И здесь, ребята, смотрите, здесь есть разные привилегии для того, кто стейкает Crypto.com CRO. Я вам рекомендую все-таки купить 5000 Crypto.com CRO. Бонус за регистрацию по моей реферальной ссылке, ребята, вы получите еще $50. Стейкинг происходит в течение 180 дней, то есть на полгода у вас будут залочены данные монеты. Но если вы купите еще на $50, вы сможете их, ребята, в любой момент именно продать. Также вы будете иметь разные привилегии, скидки на комиссии на трейдинг и распределение синдикат. Ребят, так что можете посерчить это все у них на бирже. Так что регистрируйтесь, покупайте CRO-шки, ребята, стейкайте и зарабатывайте. На данный момент это, ребята, все, что я вам хотел сегодня так вкратце рассказать. Надеюсь, эта информация для вас была полезна. Еще раз говорю, новенькие, подписывайтесь на мой канал и будем вместе развиваться. С вами, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор. Всем пока-пока!